Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Дюймовочка». Это известная сказка Ганса Христиана Андерса. Я расскажу вам сегодня мою интерпретацию этой сказки. Не забудьте поставить лайк и поехали! Жила-была женщина. Вот, эта женщина, и у нее никогда не было детей. Не было детей. И эта женщина, она пошла к ведьме. Да, ведьма. Но это была хорошая ведьма. И женщина рассказала ведьме о ее проблеме. Тогда ведьма дала женщине одно семя. Да? Мы говорим семя. Вот. Маленькое семя, семечко. И она сказала посадить это семя, да, посадить его в землю, да, это земля. И женщина так и сделала, она посадила семечко в землю, вот, и она его поливала водой. И через какое-то время из этого семени, из этого горшочка вырос цветок. А из этого цветка, да, вот этот цветок, а из цветка вышла маленькая девочка. И эта девочка была размером с 1 дюйм, да? То есть 1 дюйм это примерно как 2-3 сантиметра, я думаю. Вот, в общем, была очень маленькая. И эта девочка стала дочкой этой женщины. Вот. Эта девочка, она жила в... это как скорлупа, да? Скорлупа ореха. Это орех. Да, у нас есть разные орехи. Есть кешью, есть миндаль, да, есть фисташки. Вот. А это скорлупа грецкого ореха, и внутри нее была ее кровать. И эта девочка жила у этой женщины. У нее был маленький столик, зеркальце, да, она играла, гуляла, просто жила как маленькая девочка. Однажды ночью эту девочку украла жаба, да, это жаба, вот. И эта жаба, эта женщина-жаба, она украла эту девочку, когда она спала. А почему она украла девочку? Она украла девочку, потому что ее сын жабы, он хочет жениться. Да, он хочет жениться. Она говорит ему: «Эй, ты должен идти учиться». А он говорит: «Не хочу учиться, ква. Хочу жениться, ква». Вот. И тогда жаба думает: где мне найти невесту, да? Невеста — это, как сказать, молодая жена, да? Невесту для моего сына. И она нашла дюймовочку и ее украла. Она принесла ее в болото, да, потому что жаба и ее сын, это сын жабы, они живут в болоте, да, то есть есть река, есть озеро, а есть болото, да, жабы живут в болоте, вот, и они посадили ее на кувшинку, вот, это кувшинка, да, вот это растение, кувшинка. Вот, и она сидела на кувшинке, была грустная, потому что она не хотела жениться на сыне жабы. Вот, и она плакала, и ее слезы капали в воду.
а рыбы плыли рядом. И они чувствуют, что какой-то странный вкус, вода соленая. Они смотрят и видят девочку на кувшинке. Они подошли к ней и спросили: что случилось, почему ты плачешь? Она говорит: я буду жениться. Но это хорошо, но ведь я буду выходить замуж. Но это хорошо. За жабу. Они: боже мой, за жабу. Нужно помочь девочке. Вот. И они позвали рака. Да, это рак. Вот. Это мистер Рак. И рак, он перерезал этот стебель кувшинки, да, вот так, чик. Вот. И тогда эта кувшинка, она поплыла, вот. И, конечно же, лягушки это увидели, жабы, они такие: нет, она убегает. И они начали за ней бежать. Но пришли на помощь мотыльки, да, это мотыльки. Вот. Мотылек, и они взяли веревочку, дали ей, и они полетели, и она держалась за эту веревочку, и они тянули, да, ее кувшинку, вот. А жабы такие: нет, ты будешь моя жена. Вот. Она такая: нет, пожалуйста, быстрее. Вот. Но потом вдруг, откуда ни возьмись, появился жук, майский жук. Он подхватил девочку и полетел вместе с ней. Да, это жук. Жук. Вот. Он жук, он жужжит. Да, это майский жук. Он приходит в мае. Вот. И этот майский жук, он подхватил эту девочку и принес ее к себе домой. Он говорит: вот, вы можете жить здесь, потому что я джентльмен. Я желаю, чтобы вы поженились на мне. Да, чтобы вы вышли замуж за меня. Вот. Она сказала: я не знаю, я подумаю. Он сказал: без проблем, я джентльмен. Вы можете думать сколько хотите. И потом он взял ее к своим друзьям на бал. Да, они пошли на бал, и на бале она танцевала с другими жуками. Но жуки смотрели на нее и думают: о-хо-хо, какая маленькая девочка, у нее нет усиков, да, усики. У нее даже есть талия. О боже, какая страшная. Да, то есть стандарты красоты у жуков чуть-чуть отличаются от людей. Поэтому все очень сильно смеялись над ее внешним видом, как она странно танцует. Вот, поэтому мистер Жук, он такой: тебя не любят мои друзья, поэтому мы должны распрощаться. До свидания. Да, и он оставил ее в лесу одну. И вот бедная дюймовочка, она стала жить одна, прожила одна все лето, потом пришла осень, да, а потом пришла зима. И зимой было очень холодно и очень голодно. У нее не было еды, и она просто шла одна по этому лесу, замерзшая. Вот. Но потом, к счастью, ее нашла мышка-полевка, да? Полевая мышь. Вот. Полевая значит, что она живет в поле. И эта мышка, она жила в норе, да? У мышей, у них есть нора, получается, то есть как бы вот у нас есть земля, да? И здесь она как бы себе такую норку вырыла, да, и вот там она живет в этой норе. Вот. И мышка, когда она ее к себе привела домой, она дала ей одно зернышко, да, семя, одно зернышко, и она съела только пол зернышка, и она уже наелась. Она не хотела больше есть.
И она сказала: спасибо, я пойду дальше. Но мышка сказала: ну что ты, ты ведь ешь так мало, оставайся со мной, будешь мне помогать, это не проблема. Вот. И тогда девочка осталась с ней, но в это время к ним пришел в гости сосед мышки, мистер Крот. Вот. И мышь, она говорит кроту: смотри, какая девочка, давай-ка ты на ней поженишься, тебе нужна жена. Он такой: ну зачем мне жена, я ничего не вижу. Но она мало ест, а у тебя много зерна. Да, зерно, помним, да? Вот это зерно. Вот. И она будет тебе помогать, она красивая. Мне не нужна красивая жена, я ничего не вижу, да? Потому что крот, он слепой. Слепой значит ничего не видит. Вот. Ну и он говорит: я подумаю. Вот. И пока крот думал, девочка пошла на улицу, дюймовочка, и на улице было холодно, и она нашла ласточку, да? Ласточка, да? Ласточка — это такая птица, да? И эта птица лежала как мертвая, и она послушала ее. Она жива! Вот, птица не была мертвая, она была живая. Поэтому всю зиму эта девочка, она заботилась, да? Заботиться, да? Она заботилась об этой ласточке, а весной ласточка снова ожила, и она сказала: спасибо тебе, девочка, я тебе помогу потом, если тебе нужна помощь. Девочка сказала: все хорошо, лети. Вот. И ласточка полетела. Но потом время шло, крот думал, да, и думал. Где этот крот? Вот, крот. Это крот. Он думал: хорошо, я женюсь. Вот. И он решил жениться на этой девочке. Вот. Но дюймовочка не хотела жениться, не хотела выходить замуж, да? Мы говорим, то есть мужчины женятся на женщинах, женщины выходят замуж, да? Мы говорим выходить замуж. Вот. Она не хотела выходить замуж за крота, но он сказал: вот сегодня твой первый день. Сегодня ты можешь, я исполню любое твое желание. Она сказала: позволь мне увидеть солнце в последний раз. Он сказал: ха-ха-ха, солнце, какая глупость. Зачем тебе солнце? Ну, я очень люблю это, пожалуйста. Хорошо, иди. И она пошла на улицу увидеть солнце. И в это время как раз на улице пролетала ласточка. И она сказала: ласточка. Ласточка ее увидела. О, здравствуй, дюймовочка. И дюймовочка попросила ласточку, чтобы она ее забрала с собой. Да, и дюймовочка села на ласточку и полетела. А мышь и кроты, они побежали. Стой, моя невеста! Куда ты? Да, вот. И она побежала, они побежали за ней, а она улетела. И она улетела в теплые края, да, теплые края, да, то есть потому что в России было холодно, или не в России, я не знаю где, в Европе, но они прилетели в теплые края, и там был мир эльфов. Там жили эльфы, вот эти маленькие, или феи, можно их назвать, у них были крылья, вот, и они встретили дюймовочку, и там же дюймовочка познакомилась с принцем эльфов, да, это маленький принц. Он подарил ей цветочек, и он сразу в нее влюбился. Но они были еще маленькие дети, но когда они подросли и стали взрослые, то, конечно, они поженились. Вот, они сыграли свадьбу,
и у него, и у нее появились тоже крылья. Вот, это крылья, да? Крылья. Вот, да. И они стали жить долго и счастливо вместе. Конец. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилась эта история. Напишите в комментариях, если раньше вы слышали эту историю о дюймовочке, читали ли вы ее, когда вы были маленькие, вот. А также я бы хотел сказать спасибо всем моим патронам, которые поддерживают меня на Патреоне, потому что благодаря вам я могу делать такие видео. А особенно большое спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Мэтью, а также Андрея. Спасибо вам, друзья. Ну все, до скорого и пока-пока!